Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я расскажу о самых неприхотливых комнатных растениях. Многие знают, что растения поглощают вредные вещества и создают атмосферу уюта. Но чтобы цветы благополучно росли, за ними нужно ухаживать. К сожалению, не всегда удается обеспечить нужный уход растениям. Поэтому предлагаю вашему вниманию список самых неприхотливых комнатных растений. Такие растения могут выдержать без полива, хорошо растут в сухом воздухе, нормально себя чувствуют в жару и холод, не требуют частых подкормок и пересадок. Сансевиерия. Трудно найти более неприхотливое комнатное растение, чем сансевиерия. Она хорошо растет на окне и в полутемном углу, но на солнечном окне листья будут более яркими. Пересаживать ее можно раз в несколько лет, когда в горшок не помещается. Подкармливать не обязательно. Сансевиерия не страдает от сухого воздуха квартиры зимой, опрыскивать ее не нужно. Поливать надо редко. В плотных листьях удерживается запас влаги, зимой ее можно вообще не поливать. Холодные сквозняки сансевиерии не страшны. Толстянка. Денежное дерево прекрасно растет на подоконнике и может выдерживать прямые лучи солнца. Рост медленный. Поэтому пересаживают дерево по мере необходимости, если горшок окажется мал. Цветет мелкими белыми цветками. Прекрасно переносит сухой воздух и не нуждается в опрыскивании. Если забыли полить, не страшно, в листьях удерживается влага. Следует только соблюдать два простых правила ухода за денежным деревом. Горшок нужен небольшой, чтобы грунт успевал просохнуть между поливами, и в земельную смесь добавить песка или вермикулита. Хлорофитум. Узкие листья хлорофитума кажутся нежными и ломкими. Но это растение одно из самых нетребовательных и простых в уходе. Хлорофитуму не страшны засуха и избыток влаги, жара и холодные сквозняки. Он может расти на солнце и в тени. Может много лет жить в одном горшке. Обычно хлорофитум поливают один раз в неделю. Аспидистра. Аспидистра тоже не требует особого ухода. Это растение в Англии называют чугунным растением за его способность выдерживать жару и холод, недостаток света и влаги. Это комнатное растение идеально подходит для северных комнат, для декорирования помещений с недостатком дневного света, для озеленения офисов с искусственным освещением. Аспидистра нормально растет в сухом и влажном воздухе, не боится ни сквозняков, ни жары, не страдает от избытка влаги и от ее недостатка. Пересаживают, когда корни начинают занимать весь горшок. Замиокулькас. В особой заботе не нуждается замиокулькас. Хорошо переносит плохое освещение и перерывы в поливе почвы. Замиокулькас не страдает от яркого солнца, не требует частых пересадок и подкормок, хорошо растет в маленьком горшке. Поливают 2 раза в неделю, зимой раз в неделю. Если долго не поливать, сбросит все листовые пластинки, потеряет декоративность, но из клубни после полива быстро вырастут новые листья. Единственное требование – почва не должна быть слишком питательной и плотной. Лучше перемешать с песком готовую почву для фиалок или кактусов. Налина. Идеальное растение для людей, часто покидающих свой дом на неделе. Этот обитатель пустынь выглядит оригинально в любом интерьере. Забот и внимания требует совсем немного. Налина прекрасно переносит сухой климат и перепады температуры. Прямые солнечные лучи не вредны. Пересаживают налина раз в 4 года. Поливать нужно редко, но обильно, чтобы напитался водой на период засухи. Единственное требование – это правильно посадить. Почва должна быть рыхлая, малопитательная, горшок небольшой. После хорошего полива вся лишняя влага должна вытечь из горшка. В мокрой земле это растение сгниет. Сциендапсус. Растение достаточно теневыносливое, может расти в глубине комнаты, куда лишь изредка попадает солнце. Правда, листья в тени теряют светлые пятна, становятся полностью зелеными. Уход за растением минимальный. Его плотные листья и стебли хорошо сохраняют влагу. Поэтому растение можно поливать раз в неделю. Растет быстро. Поэтому желательно периодически удобрять. Каланхоэ. Некоторые виды каланхоэ не требуют никакого ухода. Поливать растение можно редко. Его плотные листья и стебли содержат много влаги. Хорошо растет как на окнах, так и в тени.
Каланхоя без проблем переносит резкие перепады температур. Цветет долго. Растет довольно медленно, в частых пересадках не нуждается. Растение не нуждается в опрыскивании и частых удобрениях. Основное правило ухода – использовать только отстоявшуюся воду комнатной температуры и не допускать ее задержки в горшке. В отличие от большинства других неприхотливых растений, у каланхои есть красивые пышные соцветия. Спатифилиум. Спатифилиум – неприхотливое, цветущее на протяжении всего года растение. Недостаток влаги переносит хорошо. При сильном пересушивании листья паникают, но после полива снова оживают. Частых пересадок не требует. Удобрения полезны, но и без них не пропадет. Для спатифилума важно правильно выбрать место, он не любит холода. Поставьте его подальше от сквозняков и открывающихся зимой для проветривания окон, и никаких проблем с растением не будет. Молочай миля. Молочай миля очень неприхотливо в уходе растения. Даже если вы пару раз забудете полить, его внешний вид не испортится. Комнатные растения, такие как миля, могут долгое время находиться без воды. Это растение имеет небольшие колючки на листьях и цветет мелкими цветами. Если поставить цветок в светлое место, то он будет цвести обильно и круглый год. Благодаря прицветникам цветы растения молочай миля очень яркие, сочные, интересные. Хоя карноза. Еще одно исключительно стойкое растение. Благодаря тому, что в листиках цветка накапливается вода, растение может прожить без полива до 2 месяцев. Пересаживают очень редко, когда совсем нет места в горшке. Без подкормок тоже можно обойтись, а при хороших условиях содержания неприхотливая хоя порадует обильным и пышным цветением. Если вам удалось совсем засушить растение и она потеряла все листья и корни, отрежьте от стебля черенок и поставьте в воду. Через пару недель растение снова даст корешки. Декабрист. Декабрист – неприхотливое комнатное растение, цветущее круглый год. Цветение красивое с многочисленными цветками. Растение не боится перепада температур. Может прожить без частого полива. Его можно держать в помещении с неярким освещением. Декабрист любит влажность. Его рекомендуется каждый день опрыскивать водой комнатной температуры. Но если вы не станете каждый день опрыскивать с цветком, ничего не случится. Когда декабрист цветет, его нельзя передвигать с места на место. Кливия. Родина кливии – Южная Африка. Именно поэтому растение может расти практически в любых условиях. Его ставят там, где другие растения не смогли жить. Поливать цветок можно как угодно. Кливия не терпит только откровенный перебор воды. Растение прекрасно переносит отсутствие сильного освещения и может жить в затемненной гостиной или в прихожей. Прекрасно обходится без подкормки и опрыскивания. Фатсия японская. Это растение может жить практически в любых условиях. Оно прекрасно переносит тень, перепад температуры. Фатсия будет нормально себя чувствовать даже у батареи центрального отопления. Однако растение любит влажность. Поливать нужно не менее 2 раз в неделю. Цветет растение яркими пышными цветами, имеет плотные и зеленые листья. Алоэ. Алоэ – жизнестойкое и полезное растение. Растение готово переносить летом жару, зимой холод, тень и солнцепек, долгое отсутствие воды и бедную каменистую почву. Мощные стеблевые листья способны запастись большим количеством влаги. Летом поливают раз в неделю, зимой раз в месяц. Пересаживают примерно 1 раз в 3 года. Прекрасно растет в сухом климате. Из недостатков – боится попадания прямых солнечных лучей. Эхиверия. Один из самых ярких представителей неприхотливых суккулентов. Особое строение листьев и стеблей позволяет этим растениям долгое время обходиться без воды. Даже в летний период достаточно поливать всего 1-2 раза в месяц. Иногда в конце зимы на ее листьях появляются оранжево-желтые и красно-коричневые соцветия. Растение любит сухой воздух и обилие солнечного света. К тому же ему нужно совсем немного земли. Драцена. Драцена – неприхотливое растение. Существуют пестролистные и однотонного зеленого цвета листья. Пестролистые сорта требуют повышенного освещения в отличие от однотонных зеленых видов, растущих в тени. Примерный полив 1-2 раза в неделю.
Если вы забудете полить, драцена прекрасно перенесет сухой климат на протяжении 10 дней. В регулярной пересадке не нуждается. Фикус. Фикус неприхотлив в уходе, но в зависимости от сорта существует ряд трудностей. Поливают по мере просыхания верхнего слоя грунта, 1-2 раза в неделю. С наступлением зимы, полив значительно сокращают. Время от времени листья протирают от пыли. Зато все они нормально перенесут недостаток света. А еще фикусы благотворно влияют на воздух, очищая его от вредных веществ и улучшая микроклимат помещения. Аглоанима. Аглоанима растет в тени или полутени, но боится прямых попаданий солнечных лучей. Поливают редко раз в неделю. Зимой полив сокращают в 3 раза. К влажности и температуре нет особых требований. Пересаживают раз в 4 года благодаря медленному росту. Основное условие – не переувлажнять грунт, иначе корни начнут гнить. Золотой юз. Золотой юз – многолетнее растение с восковыми листьями. Растущие листья частично перекрывают друг друга, тем самым создавая иллюзию прикорневой розетки. Золотой юз переносит жаркий и сухой климат, но и может расти в холоде. В летний период поливают обильно, но не стоит переувлажнять грунт. Растение прекрасно себя чувствует в тени и на солнце. Калерия. Неприхотливое растение, предпочитающее легкую полутень и умеренный полив. Любит высокую влажность воздуха, но абсолютно не переносит опрыскивание листьев. Горшки с калерией нужно ставить на поддоны с керамзитом, наполненные водой. Раз в месяц необходимо калерию подкармливать жидкими удобрениями для орхидей. Кактус. Кактус считается одним из самых неприхотливых растений. Он может длительное время существовать без полива. Устойчив к сухому климату и высоким температурам. Кактус прекрасно растет на открытом прямом солнце, но вот в тени они вытягиваются и могут погибнуть. Летом поливают умеренно раз в неделю, зимой практически не нуждаются в поливе, раз в месяц немного увлажняют почву. Пересадку взрослых растений проводят раз в 5 лет. Кактус может переносить прямые солнечные лучи, но его необходимо постепенно приучать к этому. Из недостатков – все кактусы боятся чрезмерного полива, особенно холодной водой. Синполия. Благодаря обильному цветению на протяжении всего года и небольшому росту, синполия встречается у многих цветоводов. Синполия может выдержать как сквозняк, так и жару. В опрыскивании растения не нуждается. Летом обильно поливают теплой водой 2 раза в неделю. Зимой полив существенно сокращают. Растение любит свет, поэтому лучше поставить цветок на окно. Гелиотроп. Гелиотроп – многолетнее цветущее растение. В домашних условиях неприхотлив, но требователен к освещению. Недостаточное освещение приводит к вытягиванию побегов, вялым листьям и мелким цветкам. Зато растение не нуждается в опрыскивании. Может выдержать жару и холод. Летом поливают обильно, со снижением температуры уменьшают полив.